О, погнали. Так, мы приехали на Московский вокзал. Отсюда у нас отправление в Республику Карелия на автобусе, который за нами приезжает в 6:30. Правильно? Да. Но, естественно, традиционный завтрак в Дюнорде никто не отменял, потому что это слишком вкусно. Александр, начнем наше карельское путешествие. Так, ну что, мы в Старой Ладоге. Вот Старая Ладожская крепость сзади меня. Ехали из Петербурга 2 часа 15 минут в полной темноте. Вот сейчас пойдем на экскурсию в крепость. Стоимость экскурсии на взрослого человека 400 рублей. Вот прямо сейчас мы находимся на крепостном дворе. Тут совершенно небольшая вот такая территория. Сзади меня стена не сохранилась, но зато сохранилась церковь Святого Георгия, где есть подлинные византийские фрески. Церковь Дмитрия Солунского, которая действует по праздникам, такое деревянное зодчество 17 века, очень красиво, внутрь можно зайти. Внутрь крепости зайти тоже можно, там очень классная музейная выставка, и вообще обязательно нужно потрогать камни, потому что история очень-очень древняя. Что территория мыса была заселена задолго до возникновения города и строительства крепости, и археологами здесь открыты неолитические стоянки, то есть первобытные люди уже осваивали эти территории. А вот прекрасное украшение любителей Тора с молоточками из Скандинавии. А здесь вот можно заметить всю важность Волхова и этой территории, потому что именно отсюда начинались путь из варяг в арабы и путь из варяг в греки. Вот здесь вот находится небольшая сувенирная лавка, но ничего такого примечательного. Мы взяли открытки, набор открыток, буклет про Ладожскую крепость, ну и магнитик, конечно. Саш, как тебе Ладожская крепость? Прекрасно. Так выглядит автобус у нас внутри. Саш, тебе весело? Очень. Так, спустя 2 часа поездки на автобусе мы остановились рядом с Александро-Сверским монастырем и идем на обед. Красота, конечно, неописуемая. Там какие-то руины церкви. Все сразу фотографироваться бросились. Но мы идем в Троицкий собор на территории монастыря.
все, мы закончили экскурсию по Александро-Свирскому монастырю. Очень большая территория здесь. Монахов сейчас здесь человек 20 где-то. По сравнению, допустим, с 19 да, в 19 веке, да, их было более 200. Вот, то есть сейчас уже, конечно, все тут в таком состоянии находится пограничном, можно так сказать. Но мы зашли в монастырскую чайную, в церковную лавку, купили сибирский чай, купили обычный чай, азер-чай. И что? Заварной хлеб бездрожжевой здесь обязательно нужно приобрести. Он даже теплый, вот у нас в пакете лежит. Очень вкусный, говорят, но мы еще попробуем. И взяли еще глинтвейн. Я так не поняла, он алкогольный? Не знаю. Мы тоже, в общем, попробуем. Вот, бежим до автобуса. Сейчас путь держим в Петрозаводск. Что такое Петрозаводск? Это хрустящий белый снег под ногами. Это вот такие вот лавочки доброжелателей, тоже с сугробом, на которых никто не сидит. Вот. Вон такие вот избушки стоят. Выходим на главную улицу города. Угадайте с одного раза, как она называется. Правильно, проспект Ленина. Вот здесь какие-то такие очень странные здания, не вписывающиеся в окружающий пейзаж. Но городишко небольшой. Видно сразу такой провинциальный. Кстати, вот мне напоминает чем-то Стерлитамак. Вот, ну вот, знаменитые по всей России. Вот мы сейчас проходим главный, видимо, торговый центр Петрозаводска, называется Макси. Здесь и кинотеатр располагается. Ну и все такие вещи, знакомые столичному жителю, как Макдональдс, Бургер Кинг, МВидео и прочие неинтересные магазины и фастфуды. Вот, но мы идем дальше, в карельскую кухню. Ягель. Есть оленину и рябушку. Вот идешь по Петрозаводску и встречаешь двухэтажный деревянный дом, а на заднем фоне какое-то элитное жилье. Ну а здесь обычные советские пятиэтажки. Вот. Вот и ресторанчик. Заходим внутрь. Супер, спасибо. Вот так вот выглядит ресторан Ягель. Шумно, но здорово. Так, а вот настоящий карельский или даже скандинавский какой-то коктейль. Называется Енис Ярви. Мы сейчас будем пить. Выглядит это очень по-карельски. Чин-чин. Очень сладкий. А? Очень сладкий. Ну, вкусненько. Салат Ягель с онежской форелью горячего копчения. Александр, прошу вас. Пробуйте. Что, здесь еще огурец. Огурец, картофель, по-моему. На что похоже? Нравится, не нравится? Лососевый риет Да? с огурцами. Ну, тогда и я попробую. Так, что у тебя, Саша, расскажи? Погромче. Я не помню, ланихейта. Лохикейта. Ланихейта, окей. Это сливочный суп с лососем. Александр у нас знатный профессионал в приготовлении норвежских всяких скандинавских супов сливочных с лососем. Вот, кстати, подается с калиточкой, это тоже карельская такая вот еда. Конечно, Но весь болгарский перец ушел на ланихейта. На самом деле очень крутая штука. вкусно? Да, он чуть-чуть похож на норвежский суп. Только я не пойму, что тут, молоко или
все-таки сливки. Ну и болгарский перец, конечно, сильный акцент забирает. Но вкусно. Ну, а я себе взяла уху из щуки. Сейчас попробуем. Так. Замечательно. Да. Прям чувствуется рыба. И это очень вкусно. Попробуй оливку. Очень горячо, но очень вкусно. А еще посмотрите, просто невероятной красоты закуска. Называется беломорский улов. Здесь у нас форель, сельдь и что-то еще, что мы забыли. Корюшка. Не корюшка, ряпушка, наверное. Или нет. Хотя мы не помним, но это выглядит очень вкусно. Мы, в общем, сейчас будем наслаждаться жизнью, карельской жизнью. Слушайте, форель нежнейшая, безумно вкусная. Вот сейчас ем селедку. Она в каком-то рассоле. Очень вкусно. Не могу остановиться. И вот сейчас еще попробую беломорскую кильку. Мы вспомнили, что это такое. Я даже не знаю, как это есть, потому что это безумно красиво. Видите, как у меня переливается просто чешуя. Сейчас. Это божественно. Это прямо вот прямо из воды, из рук Нептуна. Это очень вкусно. Так, вот это мясо по-петровски. Что здесь, Саша? Картошка. Мясо, грибы, сметана. Мясо какое? Говядина. Ну как? Нормально. Но лучше двойную порцию Лохикейта. рыбного супа, да. Да простят меня все любители Санта-Клауса, Деда Мороза, летящего на повозке из волшебных оленей. Но прямо сейчас здесь у меня в тарелке оленина под вишней. Я сама люблю очень оленей, но я не могла себе отказать в том, чтобы попробовать это карельское блюдо. Поэтому сейчас впервые в жизни я буду есть оленину под вишней. Мне кажется, это очень что-то похоже на смесь говядины и печени. Мне кажется, это супер полезно. Но я думаю, я закончу с этим экспериментом на сегодня. Я могу сказать, что я пробовала оленину. Все. Мы идем уже в сторону дома, наелись просто до отвала. Это было очень вкусно, это было очень сытно. Карельские блюда и карельские настойки. Это то, что нужно попробовать здесь, в Петрозаводске. Ну и вот идем в отель в наш космос.